Здравствуйте, мои дорогие! Я очень боюсь показаться нескромной, но я не могу не прочитать вам, не рассказать, что мне пишет директ. Мне настолько приятно, считайте, что я такая вот хвальбушка. Правда, там пишут: Лариса, так приятно вас слушать, вы так хорошо читаете стихи, вы так хорошо готовите, так доступно всем по карману, по таланту. Это же наша цель. Пишите, пишите. Знаете, от хороших слов уши не вянут. Но я не возражаю против критики. Я вам уже говорила, пишите, что не так, я буду вас слушать. Сегодня мы будем готовить новое блюдо. Оно называется долма. Знаете, у меня была такая история в жизни. Как-то мы путешествовали и приехали в Армению. И такие очень радушные хозяева армянские нас почивали долмой. Там были перцы и виноградные листья, фаршированные мясом, рисом и луком. Они нас угощали день долмой, второй день, третий. Нам так надоело, мы решили вырваться от этого гостеприимства. Пошли поискать где-нибудь съесть вкусный шашлык. Как нарочно, все было закрыто в этот день в городе. Но мы, устав от хождения и проголодавшись, вернулись к хозяевам и с таким удовольствием ели эту самую долму. Я думаю, то, что мы сегодня приготовим, вы тоже будете есть с удовольствием. Берем рис. Немножко, вот я просто перед тем, как начали мы снимать программу, немножко его подварила в воде. Буквально минут 6-7, чтобы ему потом легче было вместе с мясом приготовиться. Подваренный рис мы мешаем с сырым фаршем. Вот так. Главное, помешать, посолить. Долма – это восточное блюдо. Но когда-то шведский король приехал в гости в Армению, его угостили долмой, и он этот рецепт привез в Швецию. И там тоже готовят это блюдо, даже в Швеции. И тоже называют его долма. А короля того звали Карл. Кстати, я вам могу рассказать одну историю, чтобы это имя просто так не прозвучало. Говорят, что это было очень много лет назад. Клара Карла полюбила за красивые глаза, за его негромкий голос, за его высокий рост. Но девчонка прокололась, парень был не очень прост. Карл у Клары украл кораллы, сережки, брошку, кулон, браслет. Она, бедняжка, страдала тяжко. Потом купила ему кларнет. Карл ужасно удивился, поднося к губам предмет, и волшебный звук пролился. О любви запел кларнет, разбудил он в сердце чувства. Карл был, в общем, не злодей, а прекрасное искусство так влияет на людей. И Карл Кларе вернул кораллы, сережки, брошку, кулон, браслет. Она любила, она простила. Счастливее пары на свете нет. Говорят, родились дети, как родители точь-в-точь. Сын играет на кларнете, вся в кораллах ходит дочь. И порой они все вместе, перепутав весь сюжет, напевают хором песню про кораллы и кларнет. Так что, может быть, этот Карл и привез рецепт долмы. А у нас в России мы просто называем это фаршированные перцы. Но я вам скажу честно, что когда я подготавливаю фарш, я стараюсь, чтобы у меня были разные овощи. Ведь в одной кастрюльке вместе с фаршированными перцами прекрасно уживается и фаршированная капуста, и фаршированные баклажаны, и фаршированные помидоры. А мы сейчас, пожалуй, все это и сделаем. Сначала начиняем перцы фаршем. Крышечку сняли. Можно чайной ложкой, легче будет класть. Когда фарш останется, мы посмотрим, какие у нас еще тут овощи есть, и тоже их начиним фаршем. Вот так. Вы заметили, что я фарш посолила? Некоторые его еще немножко кладут перец, а некоторые даже кладут чеснок. Я не любительница чеснока вот в этом блюде, поэтому так вот делаю, без чеснока. Так, давайте возьмем кабачок. Сейчас кабачки такие вкусные. Ой, они совсем свежие, их можно даже не чистить. Помыли, да и все, шкурка такая хорошая, можно ее не срезать. Давайте вот с этой стороны потолще. Я вообще кладу сюда все. И вот то, что я срезала здесь крышечки, потом тоже обрез можно туда положить, чтобы побольше. Вот сейчас кабачок мы начиним. Так. А то, что не начинится, мы просто так положим, потому что все в соусе будет очень вкусно. Так. Вырезаем кабачок. Я ничего не выбрасываю, потому что это все будет очень-очень вкусно. Посмотрите.
Вы вот смотрите, головами качаете вот так или вот так? Мне очень интересно. А, кто так, кто так? Понятно. Всем угодить невозможно, но я очень для этого стараюсь. Вот так. Жалко, что мы с вами только на экране. Приходите ко мне все в гости. Я все это сделаю. Давайте кто-нибудь пришлет такой рецепт, что я не удержусь и к себе домой в гости приглашу. Посмотрите, как я живу, потом всем рассказывать будете. Да. Вы знаете, как интересно? У меня дача очень старая. Ей уже больше 20 лет. Ну, обычная дача, зимой там жить нельзя. Недавно я ее сфотографировала и поместила в Инстаграм. И мне написали такие смешные отзывы. Там написали: Лариса, как хорошо, что у вас обычная дача. Если бы вы нам показали дворец, мы бы у вас разочаровались. Мне, конечно, непонятно такой отзыв, но я вас не разочарую. У меня все обычно. Необычные, но очень вкусные блюда. Сейчас мы начиним кабачок. Это все легко и просто. Сейчас мы это все водрузим в кастрюлю. Сейчас. Но перед тем, как положить это все в кастрюлю, мы создадим такую подушку, которая будет придавать вкус нашему изделию. Я кладу потертую морковку, порезанный лук. Это все можно. Некоторые лук и в этот фарш кладут, но мне кажется, это не обязательно. Вот так, морковку и лук. А теперь мы сюда положим вот так. Возьмем укроп, немножко порежем его. Вот так перчик немножко в укроп, немножко фарша прилипло. И мы вот так вот ставим его. Вот так, как красота. Это случайная идея, прямо сейчас пришла в голову. Все равно укроп бы мы добавляли. Вот так вот получается, как красиво. Сюда. И не повредит это и нашему кабачку. Вроде как мы их запечатываем. Вот так. Красота, ребята. Берите с нас пример. Изобретайте на ходу, придумывайте. И будет у вас вкусно и красиво. И еще я, пожалуй, один помидорчик тоже начиню фаршем. Вот так, какой я помидорчик выберу. Начиню фаршем. Ничего тут не мешает. Можно, даже если капустные листья были бы уже готовы, мы бы могли их капустные листья или виноградные листья начинить. Вот. Ну, виноградные листья не в каждом доме есть, а вот такие всякие, все это есть. И знаете что? Если вдруг остается фарш, я обычно делаю из него фрикадельки. И потом даже очень удобно попробовать, готово или нет. Попробуешь фрикадельку, готово, значит, все готово. Вот так, раз, фрикадельку сюда. Давайте уж я доделаю до конца, чтобы у нас ничего не пропало. Мы же не дочери Рокфеллеров, да? Мы рачительные хозяйки, ведь деньги на ветер не бросаем. У нас все идет в ход, все съедобно, все вкусно. Вот так. Еще немножко. Красота просто, а не блюдо. Такой запах получается. Еще не начало это готовиться, а уже прекрасно пахнет. Даже мне вспомнился мной же написанный романс. Как пряно пахнет сад вечерний настойным выдохом цветов. Мы разговор ведем никчемный, из запоздавших горьких слов. Струится легкая прохлада, предполагает дождь к утру, и этот горький выдох сада уже развеян на ветру. У нас не горький выдох сада, а у нас чудесный совершенно запах фаршированных овощей. Долмы. Теперь мы делаем соус, который очень важный, чтобы она вкусно приготовилась, долма. Фаршированный перец. Не знаю, как хотите уже, так и называйте. Сметану жирную, немножко воды. Но надо так, чтобы перцы были покрыты. Вот так. Ну, не очень, но чтобы достаточно было, чтобы они приготовились. Сюда нужно положить или кетчуп, или томатную пасту. Я, честно говоря, дома больше люблю кетчуп. Он сладкий, получается очень вкусно. А здесь у нас будет томатная паста. Так. У нас остались помидоры. Давайте их положим сюда. Вот так. Покрыли фрикадельки, покрыли наши перцы. Теперь мы немножко это посолим, как всегда, рукой. Кстати, я ждала, что кто-нибудь мне напишет: Лариса, не солите рукой. Пока никто не написал. Так что я продолжаю солить рукой. Все. Теперь поливаем это соусом. Ждем, пока готово блюдо, и пока в дверь позвонит гость. Потому что такую красоту
одно есть неинтересно. А если к вам никто сегодня не должен прийти, прям позвоните в соседнюю квартиру. Даже если вы не очень дружите, скажите: у меня сегодня такая вкусная еда. Марья Ивановна, заходите. Она так удивится, вы до сих пор не были подругами. А когда вы вместе попробуете это чудо, дружить будете. Это очень-очень важно, когда есть рядом люди, с которыми вам хорошо. Я всем сердцем вам этого желаю. Проверим, все ли у нас нормально. Все нормально. Перцы накрыты. Все красота. Теперь накрываем этой крышкой и ждем. А теперь у нас есть время для чего? Для того, чтобы поставить мне лайки, колокольчики, написать свои замечания, прислать свои рецепты и обратить внимание на мой профиль в Instagram Рубала45. Там в шапке есть ссылка на канал YouTube, на TikTok. Пишите везде. Чем больше вы будете писать, тем больше счастья придет мне, и оно от меня вернется к вам. Ведь всегда все хорошее возвращается. Знаете, когда мне японцы рассказывали, как они устроили чайную церемонию, они говорили: а потом слушаешь, как поет кипяток. Я думала, какое странное сравнение. А сейчас я поняла, что японцы правы, и у нас поет, но не кипяток, а бурлит и поет фаршированный перец, который уже готов. Мы его старательно готовили, а сейчас нам осталось его попробовать. Выкладываем на тарелку перчинку. Так. Видите, какая красота. Перчинку. Выкладываем сюда фаршированный помидорчик. О, так он немножко развалился, но совершенно не страшно. Помидорчик. Выкладываем сюда тефтельку. Кто что любит. Еще одну тефтельку. Судя по всему, это вкусно и красиво. Немножко поливаем. Помните, мы вот это срезали с кабачка и не выбросили? Правильно сделали, все пригодится. Все вкусно. Кладем сюда. Все. Теперь сделаем соус, с которым это будет особенно вкусно. Все просто. Вот сметана, вот зелень. Давайте вот в эту плошечку, она побольше немножко. А, пожалуй, даже можно и сюда. Вот так. Сметану. Кто-то хочет посолить его, мне кажется, не обязательно. Тут просто сметана и зелень, чтобы было вкусно. Понимаете, так как у нас здесь тоже сметана была, очень много. Кто не любит сметану, кстати, некоторые все делают с йогуртом. Тоже можно, но, честно, со сметаной вкуснее. Особенно с жирной. Вы же с кем дело имеете? Со мной. Вот так вот. Вот так вот. Немножко красненького добавим, чуть-чуть. Ну, прям совсем. Давайте вот так, как будто это у нас пирожные. Вот так. Вот красота. А теперь что осталось? Гость в доме, радость в доме. Если раньше не пригласили, сейчас срочно звоните. Есть чем угощать. А это важно. Помните, я однажды сказала: счастлив тот, у кого есть чем кормить и кого кормить. Чем есть. Зовите гостей. И сами приходите ко мне на YouTube-канал «Кулинарная стихия» Ларисы Рубальской. Загадывайте желание, моя рука вам, и все исполнится. Будьте здоровы, счастливы по пятницам и в остальные дни. Жду вас. Спасибо.